Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, вы снова на моем канале краткий пересказ. И мы начинаем краткий пересказ фильма «Грань будущего». Действие фильма происходит в недалеком будущем. Земля подверглась нападению инопланетной расы. В репортаже из СМИ пришельцы обозначают противники, военные дают клише мимики. Пришельцы успели захватить западную часть Центральной Европы. Армии государств объединяются, много шансов победить нету. Единственный успех в войне был одержан накануне в битве при Вердене, благодаря использованию экзоскелетов, которым просто сержант Рита Вратарский Эмил Брандт в одиноком уничтожил более 100 мимиков, за что обрела мировое признание и получила прозвище «Ангел Вердена». Солдаты с уважением зовут ее цельнометаллической стервой, но это вариант самый Вратарский не по душе. Для набора новых рекрутов военные проводят грандиозную кампанию «Ангел Вердена» в СМИ. Пресс-секретарь армии США майор Уильям Кейдж Том Круз командировал в Лондоне, где находится штаб Западного фронта, и встречается с командующим фронта генералом Бренхермом Брендер-Киллисон. Тот объявляет о готовящей высадке в Нормандии и направляется Кейджа принять в этом участие. Майор Кейдж, несмотря на название, сугубо штатский человек, не имеет ни опыта, ни храбрости, ни сражаться, не открывать и отказывается, говоря, что по профессии он офицер-пиарщик, а вовсе не боец. Когда генерал настаивает на его участие, он как-то важная фигура в СМИ пытается шантажировать генерала черным пиаром в его адрес. Взбешенный генерал Бринхэм обвиняет Кейджа в дезертирстве и приказывает в охране его арестовать. Кейдж пытается бежать, но его парализует электрошокером. Герой приходит в себя на военной базе в пригороде Лондон-Хитроу, где он понимает, что его разжаловали в рядового и записали в группу, которая завтра высаживается в Нормандию. Во время первого боя Кейдж встречает Рита Вратарский, но та погибает, как и все вокруг. Но на Кейджа нападает необычный мимик голубого цвета. Понимая, что силы его недостаточно, Кейдж бросает в мимику и подрывает себя вместе с противником. Кровь мимика касается Кейджа за миг до погибели. Очнулся в военной базе Хитроу, кажется, Кейдж понимает, что не умер. Не вскрылись все его воспоминания, и он переживает данный день снова и снова. Каждый раз погибая в очередной жизни, когда он замечает и спасает Риту Вратарской, это просто найди меня, когда очнешься. Чем его очень удивляет. Оказывается, Рита также переживала петлю времени, но потерял такую способность после раннего с последствием переливания крови. Рита понимает, что способность управлять временем, перегружать день, Кейдж получил от убитого мимика типа Альфа. Единственный, кто понимает Риту Вратарской, доктор Картер Ноэль Тейлор. В прошлом физик микробиологии объясняет, мимика представляет собой единственную нейронную сеть, где рядовой красный пришельцем является обычной клеткой. Голубой альфа выполняет роль нервного узел, а центральное управление является омега, находящееся далеко от поля боя. Рита рассказывает, что вскоре у Кейджа будут видения, в которых он увидит, где находится этот центр. Картер добавляет, что способность управлять временем делает мимиков непобедимым противником. Рита говорит Кейджу, что он должен найти и уничтожить мозговой центр мимика, сделать то, что не успела сделать она в Вердене. Вскоре Кейдж видит обещанное видение и понимает, что центр нейронной сети мимиков находится на дамбе где-то в Германии. Ценное многочисленные повторения убило. Выходит туда добраться. Для этого он много тренируется. Рита объясняет ему, что передавать эту способность другому человеку нельзя. Кейдж намекает на секс, говоря, что это может сработать, но Рита уверяет его, что проверял этот метод, и он не работает. В одной из версий будущего Кейдж, не верит в свой успех, сбегает с базы из поля боя в Лондон. Он видит, как мимик захватывает Лондон и успевает понять перед гибелью. Бездействие означает, что война проиграна. В этом из вариантов будущего Кейдж понимает, что Рита не избежать, вежно погибает на пути до конечной цели. Предприняв все попытки сохранять ей жизнь, Кейдж выдает себя, и Рита осознает это, рассказывает ему свое второе имя, намекая, что теперь он тот, кому она должна довериться. Принять решение пойти до Омеги, один Кейдж добирается до заброшенной дамбы, но не находит его там Омегу. Зато встречается с мимиком типа Альфа, который пытается захватить его живым. Совершив самоубийство, Кейдж возвращается на базу и рассказывает Рите Картеру, что видение — это ловушка мимика. Доктор Картер рассказывает, что у него есть
Прототип устройства, позволяющий найти Омегу, но для этого им нужен Альфа, а устройство находится в штабе генерала Бринхема. Рита говорит, что роль Альфа исполняет Кейдж, поскольку он обменивается кровью с пришельцем. После многих попыток Рита, Кейдж проникает в кабинет генерала, убеждает его отдать устройство. Генерал его отдает, но не верит им и направляет на героев охрану. Рита с Кейджем пытаются скрыться на автомобиле, Кейдж переводит действие устройства и узнает, что Омега прячется в Париже и по затопленном музее Лавра. Прямо под пирамидой. В этот момент один из охранников экзоскелете уничтожает машину, и беглецы теряют сознание. Кейдж приходит в себя в госпитале, прикованный к кровати. Он понимает, что ему сделали переливание крови, и он теперь потерял свою способность. В этот момент появляется Рита и освобождает его. Кейдж переменился, он полон решимости довести дело до конца. Он убеждает свой взвод помочь ему. Герой захватывает вертолет и улетает в Париж. Возле Лавра вертолет подбивает мимики, и солдаты на ходу прыгают из него. В живых остается только половина отряда. Кейдж и Рита пытаются подчинить разбитый самолет, чтобы преодолеть на нем площадь до входа в музей. Это удается, но солдаты взвода погибают, прикрывая всех. Кейдж и Рита пробираются в музей, за ними гонятся мимики, хотя другие бойцы отряда пожертвовали своими жизнями, чтобы задержать мимика. Противники все равно было быстро догоняют и начинают забираться на вертолет. Рита и Билл прыгает на заброшенную автостоянкой под пирамидой, подорвав проход. Тут появляется Альфа, и они прячутся. Рита говорит, что отвечает Альфа, и прощается с Кейджем, поцеловав его на прощание. После этого, что он хороший человек, но у них не было достаточно времени сблизиться. Рита убегает, отвлекает на себя противника, а Кейдж ныряет в воду, где в затопленном зале находится Омега. Альфа убивает Риту, гонится за Кейджем и настигает его. Однако военные успел выдернуть чеки и гранаты, взорвав Омегу. Мимики были недееспособны. Рядом с уничтоженной Омегой под водой плавает умирающий Кейдж. Кровь Омеги расплывается в воде и окутывает его тело. После этого Кейдж просыпается в вертолете, который летит над Лондоном. И еще до первого разговора с генералом оказывается, что события будущего каким-то образом частично изменило прошлое. Кейдж погиб после высадки, но раз высадка не произошла из-за уничтожения Омеги, то все события, произошедшие с Кейджем при встрече с генералом Бринхемом, разжалованный в рядового, и высадка тоже не было. Поэтому он вернулся в тот момент, прошел, который стал ключевым. В СМИ передает сообщение о выбросе энергии в Париже и о прекращении сопротивления мимиков на всех фронтах. Кейдж помнит все произошедшее с ним. Он отправляется на военную базу Хитроу и знакомится с новой Ритой, но уже как майор. Извините, плохой голос у меня, я заболел просто немного. Пока.